Урок 1. Покупка джинсов. Привет, Анна. Ты была в новом магазине одежды в центре города. Да, у меня есть. У них есть действительно хорошие джинсы по разумным ценам. Приятно это слышать. Они предлагают джинсы хорошего качества. Определенно. Джинсы, которые я там купил, хорошо сшиты и идеально сидят по фигуре. Отлично. Тогда мне нужно будет это проверить. Мне нужна новая пара джинсов. Там вы обязательно что-то найдете. У них отличный выбор. Звучит неплохо. Я рад слышать, что у них есть доступные, но качественные варианты. Я тоже. В наши дни трудно найти хорошие джинсы без больших затрат. Я согласен. Этот магазин кажется отличным решением. Урок 2. Неожиданный медовый месяц. Привет, Анна. У меня самые потрясающие новости. Расскажи мне, Джон, что это такое? Мы с женой только что вернулись из медового месяца, и это превзошло все мои самые смелые мечты. Вау, это замечательно. Куда ты пошел? Мы отправились на этот прекрасный тропический курорт. Пляжи захватывали дух, а обслуживание было безупречным. Похоже, мечта сбылась. Я так рада за вас обоих. Так оно и было. Я так благодарна за этот сюрприз. Это идеальное начало нашего брака. Твоя жена так внимательно отнеслась к планированию такого невероятного путешествия. Вы, должно быть, на седьмом небе от счастья. Я такой. Это был самый волшебный опыт. Я чувствую себя счастливой и счастливой. Урок 3. Эффективная коммуникация. Утро. Я хотел спросить вас о чем-то, связанном с нашей работой. Конечно, Джон. О чем ты думаешь? Что ж, я сосредоточился на улучшении коммуникации в нашей команде. Есть ли у вас какие-либо мысли по этому поводу? Безусловно, Джон. Эффективная коммуникация – ключ к нашему успеху. Над чем вы работали? На своих встречах и в электронных письмах я стараюсь быть более краткими и содержательными. Избавьтесь от ненужной ерунды. Отлично, Джон. Прямота и лаконичность действительно могут упростить задачу. Именно так. А еще я стараюсь лучше слушать, по-настоящему понимать точки зрения каждого. Это очень важно, Джон. Развитие открытого диалога крайне важно для эффективной командной работы. Определенно. Я хочу, чтобы все чувствовали себя услышанными и ценными. Урок 4. В поисках нового аромата. Привет, Анна. Я ищу новый одеколон. Есть рекомендации? Мы ищем новый аромат. Я буду рад помочь тебе, Джон. Да, пожалуйста. Я надеюсь найти что-то непохожее на мое обычное. Хорошо, давайте посмотрим. Вы бывали в этом новом парфюмерном магазине в центре города. У них отличный выбор.
Нет, я там еще не была. Мне придется все проверить. Какие у них запахи? В них есть все, от свежих и цитрусовых до теплых и древесных. Множество уникальных вариантов. Замечательно. На этот раз я определенно склоняюсь к чему-то более сложному. В таком случае я бы посоветовал попробовать некоторые из их более глубоких и сложных ароматов. Отлично, это именно то, что я ищу. Я постараюсь в ближайшее время зайти. Урок 5. Экскурсия по городу. Привет, Анна. Вы слышали о новой музейной экспозиции, которая только что открылась в центре города? Я бы с удовольствием ее осмотрел. Звучит отлично. Я всегда готов посетить новый музей. Какие экспонаты в них представлены? Судя по тому, что я прочитал, в них будут представлены исторические артефакты и экспонаты, отражающие богатое культурное наследие города. Думаю, это будет действительно увлекательно. Замечательно. Когда бы вы хотели поехать? В эти выходные я свободен, если вас это устроит. Отлично, давайте планируем поехать в субботу. Мне не терпится увидеть, что интересного мы откроем для себя. Я тоже. Это будет весело. Мне нравится изучать историю нашего города. Совершенно верно. Это будет отличный способ провести день. Уверен, что мы еще глубже оценим прошлое нашего города. Определенно. Я с нетерпением жду этого. Может, потом мы тоже пообедаем. Похоже на план. День обещает быть отличным. Урок 6. Недовольство бюрократией. Привет, Анна. Вы слышали о жалобе папы на длительный бюрократический процесс? Да, я так и сделала. По-видимому, на завершение работы ушло слишком много времени, хотя папа и настаивал на этом. Ух ты, это расстраивает. Иногда бюрократия может доставлять такую боль. Знаю, верно. Удивительно, насколько бюрократические препоны могут тормозить даже важные проекты. Именно так. Мне доводилось сталкиваться с бюрократическими препятствиями на работе. Я тоже. Как будто они излишне усложняют ситуацию. Определенно. Но, по крайней мере, когда работа наконец закончена, обычно она того стоит. Это правда. В конце концов, конечный результат — это то, что действительно важно. Совершенно верно. Нам просто нужно набраться терпения и настойчивости при управлении бюрократическими процедурами. Урок 7. Открытки. Привет, Анна. Сегодня я видела в магазине несколько действительно классных открыток. У них были такие по $1, $2 и даже $5. Вау, это интересно. Какие у них были открытки? Здесь было все: живописные пейзажи, милые животные, знаменитые достопримечательности. Более дорогие выглядели очень качественно. Это здорово. Я люблю коллекционировать открытки во время путешествий. У тебя есть любимый вид открыток? Я бы, наверное,
выбрал сценические. В прекрасных снимках природы есть что-то действительно привлекательное для меня. Согласен, открытки с пейзажами могут быть такими захватывающими. Хотя животные тоже могут быть очень очаровательными. Определенно. Я видела одну открытку, на которой изображен самый симпатичный маленький щенок. Так заманчиво даже за $5. Ха-ха, могу себе представить. Открытки – отличные сувениры. Хотя $5 кажутся слишком большими суммами для одного. Да, возможно, я приберегу его для особого случая. $1 и $2, наверное, мне больше по скорости. Урок 8. Алама. Привет, Анна. На днях я прочитал интересную статью об Алама в Техасе. Алама – это знаменитое место битвы, верно? Что было сказано в статье? Да, это единственное. Речь шла о том, как во время сражения все американские защитники погибли, пока техасцы сражались. Ух ты, похоже на жестокую битву. Не могу себе представить, как это, должно быть, было ужасно для американцев. Совершенно верно. В статье говорится, что техасские войска полностью разгромили дислоцированные там американские войска. Это просто ужасно. Было ли в этой битве хоть что-то положительное или положительное для американцев? Что ж, в статье упоминалось, что победа техасцев при Аламо привела к мобилизации поддержки Техасской революции против Мексики. Понимаю, что, хотя на тот момент это была серьезная потеря, она способствовала разжиганию более широкой борьбы за независимость Техаса в дальнейшем. Именно так. Аламо стали культовым символом техасского боевого духа, несмотря на то, что их было больше и больше. Урок 9. Планы пеших прогулок. Привет, Анна. Я подумывал спланировать поход на эти выходные. Ты когда-нибудь ходил в походы? Да, я обожаю походы. Это отличный способ выйти на улицу и заняться спортом. Куда вы собирались пойти? Честно говоря, я пока не уверен. Я все еще пытаюсь найти хорошую трассу, которая не будет слишком напряженной для такого новичка, как я. Было бы разумно начать с чего-то управляемого. Пеший туризм, безусловно, может быть непростым делом, особенно если вы новичок в этом деле. Именно так. Я хочу, чтобы это был приятный опыт, а не жалел о своем решении на полпути. Конечно. На какой уровень сложности вы надеетесь? Обычно вы можете выбирать из разных рейтингов трасс. Что ж, я надеялся найти что-то легкое или умеренное. Ничего особенного, по крайней мере, в первый раз. Ладно, похоже, это хороший план. И сколько времени, по вашему мнению, займет этот поход? Несколько часов или целый день? Может быть, несколько часов, в зависимости от маршрута. Думаю, мы можем делать перерывы по мере необходимости и не спешить по ней. Урок 10. Составление планов путешествий. Доброе утро, Анна. Вы доработали наши планы на предстоящую поездку. Привет, Джон, у меня есть. Я забронировал наши авиабилеты и проживание. Давайте рассмотрим маршрут. Отлично, давайте послушаем.
Мне не терпится начать планировать нашу деятельность. Отлично. Итак, наш рейс должен вылететь в пятницу вечером. Мы прибудем в пункт назначения в субботу утром. Звучит неплохо. А как же отель? Я нашла отель с высоким рейтингом в центре города, недалеко от всех основных достопримечательностей. Отзывы выглядели очень многообещающими. Фантастическое. А какие мероприятия вы приготовили для нас? Что ж, я подумала, что мы могли бы посетить местный музей в субботу, а в воскресенье осмотреть исторический район города. Отлично. Похоже, это отличное сочетание культуры и достопримечательностей. Урок 11. Обсуждение хобби и интересов. Привет, Анна. Чем ты занималась в последнее время? У меня такое чувство, что у нас уже давно не было возможности наверстать упущенное. Привет, Джон, я постоянно занимаюсь своими хобби. Вы же знаете, как я увлекаюсь фотографией, верно? Да, абсолютно. Помню, вы упомянули, что в последнее время вы сделали несколько действительно потрясающих снимков. Верно. Я изучал разные техники и экспериментировал с разными объективами. Было очень весело. Это круто. Мне бы очень хотелось увидеть некоторые из ваших последних работ, если вы не против поделиться ими. Конечно, я буду рада. Я также начала посещать уроки гончарства. Это был отличный способ расслабиться и расслабиться после долгого дня. Керамика. Да. Звучит очень интересно. Мне всегда хотелось попробовать свои силы в этом. Тебе стоит. Это такое полезное хобби. Процесс придания формы глине и воплощения ваших творений в жизнь доставляет огромное удовольствие. Что ж, может быть, ты когда-нибудь расскажешь мне об этом кое-что. Я был бы более чем рад пойти с вами на урок. Урок 12. Поощрение здорового образа жизни. Привет, Анна. Я заметила, что в последнее время ты уделяешь большое внимание своей физической форме. Приятно это видеть. Привет, Джон. Да, я сознательно стараюсь уделять приоритетное внимание своему здоровью и благополучию. Это тоже приносит свои плоды. Это круто. Я очень рада за тебя. Чем ты занимался? Хотелось бы узнать больше о вашем фитнес-путешествии. Что ж, я стараюсь хорошо тренироваться несколько раз в неделю. Я чередовал кардиотренировки и силовые тренировки. Это всесторонний подход. Смешивать все в таком духе– ключ к тому, чтобы ваше тело оставалось активным и активным. Точно. А еще я стараюсь внимательнее относиться к своему питанию. Я готовлю гораздо больше здоровой пищи. Это просто фантастика. Питание– важная составляющая здорового образа жизни. Здорово, что вы проявляете такую инициативу. Определенно. Я действительно замечаю разницу в своих чувствах. У меня стало больше энергии, а настроение стало намного лучше. Приятно это слышать. Приятно видеть, что вы так мотивированы и преданы своему здоровью. Урок 13. Обсуждение текущих событий. Привет, Анна.
Вы были в курсе последних событий в международной политике. Прошла целая неделя. Да, Джон, я внимательно слежу за ситуацией. Безусловно, это была сложная и постоянно меняющаяся ситуация. Совершенно верно. Вызывает беспокойство сохранение напряженности и возможность дальнейшей эскалации. Я согласен. Это хрупкое равновесие, и крайне важно, чтобы международное сообщество работало сообща, чтобы найти мирное решение. Именно так. Односторонние действия и пренебрежение международным правом приведут лишь к обострению конфликта. Определенно. Ситуация непростая, так как здесь очень много факторов. Для ее решения потребуется дипломатия и компромисс. Это хорошие замечания. Политические и дипломатические возможности должны быть исчерпаны, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие действия. Точно. Освобождение задержанных лиц также является важнейшим аспектом, который необходимо решить. Совершенно верно. В данном случае соблюдение международного права и прав человека должно быть главным приоритетом. Урок 14. Охрана природы и порядочность. Привет, Анна. Вы слышали о новых природоохранных мероприятиях в нашем городе? Думаю, здорово, что мы стараемся быть более экологичными. Безусловно, Джон. Защита нашей планеты очень важна. Я рад, что город предпринимает шаги по повышению устойчивости. Я тоже. Даже небольшие изменения могут иметь большое значение. Заметили ли вы какие-либо различия в городе? Да, я видел больше мусорных баков и зарядных станций для электромобилей. Отрадно видеть участие сообщества. Определенно. И дело не только в окружающей среде, но и в человеческой порядочности. Мне кажется, что за последние годы мы потеряли кое-что из этого. Согласен, Джон. Нам нужно относиться друг к другу с большей добротой и уважением. Этот выбор может сыграть решающую роль. Совершенно верно. Даже простые вещи, такие как держать дверь или поздороваться с незнакомцем, могут иметь большое значение. Именно так. Именно мелочи складываются в общество и создают более сострадательное общество. Хорошо сказано. Я рад, что мы пришли к единому мнению по этому поводу. Это вселяет в меня надежду на будущее. Урок 15. Критическое состояние. Утро. Вы видели новости о состоянии нашей системы здравоохранения? Да, Джон, это очень беспокоит. Состояние нашей страны доведено до критического состояния. Совершенно верно. Закрытие больниц, сокращение медицинского персонала и нехватка финансирования привели к огромным потерям. Это ужасно. Людям трудно получить необходимую медицинскую помощь. Нужно что-то сделать. Я согласен. Нам нужно потребовать перемен от наших лидеров. Этот кризис больше нельзя игнорировать. Определенно. Каждое сообщество ощущает на себе это влияние. Пришло время принять меры и найти решения. Определенно. Меня беспокоит,
что это значит для будущего здравоохранения в нашей стране. Я тоже, Джон. Мы должны продолжать выступать за улучшение финансирования и ресурсов. На карту поставлены жизни людей. Без сомнения. Сейчас критический момент, и мы должны сделать так, чтобы наши голоса были услышаны. Урок 16. Обсуждение новых идей. Это интересная идея. Каковы ожидаемые преимущества оптимизации нашего веб-сайта? Что ж, повышение коэффициента конверсии на нашем сайте может привести к увеличению продаж и регистраций. Это также улучшит пользовательский интерфейс, что важно для повышения лояльности клиентов. В этом есть смысл. Как вы думаете, какие конкретные изменения нам следует рассмотреть? Возможно, мы могли бы упростить процесс оформления заказа, добавить более убедительные призывы к действию и оптимизировать сайт для мобильных пользователей. Все это звучит как хорошая идея. Как вы думаете, каковы будут сроки внедрения этих изменений? По моим оценкам, на самые эффективные обновления потребуется около 2-3 месяцев. Конечно, мы бы хотели все тщательно тестировать по ходу дела. Ладно, такой график кажется разумным. Давайте составим более подробный план и приступим к его выполнению как можно скорее. Звучит неплохо. Мне не терпится увидеть, как эти улучшения веб-сайта могут повысить общую эффективность нашего бизнеса. Я тоже. Для нас это будет отличный проект для совместной работы. Урок 17. Приятные школьные воспоминания. Привет, Анна. Ты помнишь свой первый школьный день? Ах да, я никогда этого не забуду. Я очень нервничала, но в то же время была рада начать новую главу. То же самое и здесь. До сих пор могу представить себе, как я впервые захожу в класс. Я тоже. Помню, как моя учительница, миссис Джонсон, была очень гостеприимна и помогала всем нам чувствовать себя комфортно. Это замечательно. Мой учитель, мистер Дэвис, тоже был великолепен. Он действительно помог мне выбраться из своей скорлупы. Это очень важно, особенно в первый день. Для маленьких детей это может быть очень сложно. Совершенно верно. Но, оглядываясь назад, можно сказать, что воспоминания о раннем школьном возрасте очень приятны и созидательны. Определенно. Друзья, которые я завела, извлеченные уроки и полученный опыт, все это повлияло на то, кем я являюсь сегодня. Именно так. Школа сыграла важную роль в нашем развитии и личностном росте. Урок 18. Привлечение разнообразия. Привет, Анна. Мне интересно, есть ли у тебя планы поехать за границу в ближайшее время? На самом деле, я надеюсь посетить Индию в конце этого года. Я очень рад познакомиться с этой культурой. Это замечательно. Индия – такая яркая и разнообразная страна. Чего вы больше всего ждете? Мне не терпится увидеть красочные фестивали, попробовать потрясающую кухню и узнать больше о богатой истории и традициях. Фестивали действительно зрелищны. Помню, как я была поражена энергией и радостью Холли. Звучит невероятно.
Я слышал такие удивительные вещи о динамичности индийской культуры. Это действительно не похоже ни на что другое. Виды, звуки и ароматы просто завораживают. Уверен, что это будет революционный опыт. Погружение в новую культуру — одно из моих самых больших увлечений. Я прекрасно понимаю. Расширять свой кругозор и понимать разные образы жизни очень важно. Урок 19. Новый город, новые возможности. Привет, Анна. Я слышала, что ты только что устроилась на работу в местную больницу. Это отличная новость. Да, меня это очень радует. Для меня это отличная возможность начать новую главу в жизни этого города. Это замечательно. Так что же заставило тебя взяться за эту работу? Что ж, я хотела сменить темп, и эта больница мне показалась идеальной. У них отличная репутация, и работа, кажется, действительно приносит мне удовольствие. Это круто. Уверен, вы отлично поработаете. Вы уже начали. Пока нет, я уведомил об этом меня за 2 недели на прежней работе. Но я начну через пару недель. Не могу дождаться. Отличное время. Уверен, вы быстро освоитесь. Дайте мне знать, могу ли я чем-нибудь помочь вам освоиться в новом городе. Спасибо. Так любезно с вашей стороны. Возможно, я приму ваше предложение, как только сориентируюсь. Было бы здорово, если бы рядом было дружелюбное лицо. Безусловно, я всегда рад показать новичку все вокруг. Скоро нам придется выпить кофе или пообедать. Урок 20. Преодоление препятствий. Привет, Анна. Как дела на новой работе? Все идет хорошо, спасибо за вопрос. Тем не менее, возникло несколько проблем. А, правда? Что за проблемы? Оказывается, болезнь гемофилия привела к тому, что у одного из моих пациентов регулярно случалось неконтролируемое кровотечение. Для меня это был поучительный опыт. Ура! С этим, должно быть, сложно справиться. Как вы с этим справляетесь? Я читала о новейших методах лечения и тесно сотрудничала с семьей пациента. Мне пришлось нелегко учиться, но я полна решимости обеспечить наилучшую медицинскую помощь. Это действительно достойно восхищения. Уверен, что ваша преданность делу имеет большое значение. Я очень на это надеюсь. Было очень тяжело, но мне было очень приятно видеть, как пациент прогрессирует. Могу себе представить. Что ж, если я могу вам чем-нибудь помочь, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать. Урок 21. Захватывающее зрелище. Привет, Анна. Я слышала, что на выходных ты отправилась в поход. Как все прошло? А, это было потрясающе, Джон. Я наткнулся на этот прекрасный луг, от которого просто захватывало дух. В самом деле, что в этом было особенного? Что ж, солнце сияло сквозь полевые цветы, а вокруг порхали эти потрясающие бабочки. Это было похоже на сказку. Ух ты, звучит невероятно. Жаль, что я не смог побывать там и посмотреть на это.
Тебе бы понравилось. Цвета были такими яркими, и вся сцена обладала волшебным качеством. Могу только представить. Мне придется добавить этот поход в свой список занятий. Определенно. Это была одна из самых красивых природных достопримечательностей, которые я когда-либо видел. Мне так повезло, что я наткнулся на нее. Это круто. Я рада, что вам довелось испытать нечто особенное. Урок 22. Страсть к гончарству. Привет, Анна. Ты когда-нибудь пробовала керамику? Я слышала, что это довольно забавно. Нет, я этого не сделала, но всегда хотела. Думаю, это был бы отличный способ проявить творческий подход и попробовать что-то новое. То же самое и здесь. Я видел, как люди делают действительно потрясающие керамические изделия. Выглядит так приятно формовать глину и видеть, как твое творение оживает. Определенно. Мне интересно изучить эти техники, например, как центрировать глину на колесе и придать ей разные формы. Для этого нужно много практики. Совершенно верно. Я слышал, что это тоже довольно успокаивающий и медитативный процесс. Ощущение глины в руках и легкое вращение колеса — это очень полезно. Звучит замечательно. Я бы с удовольствием пошел на урок гончарства и попробовал себя в этом деле. Для нас это может стать новым интересным хобби, которое мы можем исследовать вместе. Отличная идея. Нам следует заглянуть в расположенные в этом районе гончарные студии и посмотреть, предлагают ли они занятия для начинающих. Для нас это был бы уникальный способ провести время с пользой и проявить смекалку. Похоже на план. Мне не терпится испачкать руки и посмотреть, что мы можем создать. Возможно, керамика станет нашим новым любимым занятием. Уверен, мы отлично проведем время. Не терпится попробовать свои силы в изготовлении керамики. Урок 23. Мечты о керамике. Привет, Анна. Ты когда-нибудь пробовала керамику? Я слышала, что это довольно забавно. Нет, я этого не сделала, но всегда хотела. Думаю, это был бы отличный способ проявить творческий подход и попробовать что-то новое. То же самое и здесь. Я видел, как люди делают действительно потрясающие керамические изделия. Выглядит так приятно формовать глину и видеть, как твое творение оживает. Определенно. Мне интересно изучить эти техники, например, как центрировать глину на колесе и придать ей разные формы. Для этого нужно много практики. Совершенно верно. Я слышал, что это тоже довольно успокаивающий и медитативный процесс. Ощущение глины в руках и легкое вращение колеса — это очень полезно. Звучит замечательно. Я бы с удовольствием пошел на урок гончарства и попробовал себя в этом деле. Для нас это может стать новым интересным хобби, которое мы можем исследовать вместе. Отличная идея. Нам следует заглянуть в расположенные в этом районе гончарные студии и посмотреть, предлагают ли они занятия для начинающих. Для нас это был бы уникальный способ провести время с пользой и проявить смекалку. Похоже на план. Мне не терпится испачкать руки и посмотреть, что мы можем создать. Возможно, керамика станет нашим новым любимым занятием. Уверен, мы отлично проведем время. Не терпится попробовать свои силы в изготовлении керамики. Урок 24. Соревнование в игре ужасов. Привет, Анна. Вы слышали о новой игре ужасов
которая скоро выйдет? Нет, у меня нет. Я не очень-то большой фанат хоррор-игр. Они, как правило, слишком сильно меня пугают. Да ладно. Тебе надо попробовать. Я слышала, что оно очень хорошее. Графика и геймплей выглядят потрясающе. Не знаю, Джон. Обычно я избегаю чего-либо слишком страшного. Может, вместо этого мы могли бы найти другую игру, в которую можно было бы поиграть вместе. А как насчет совместной игры, в которой мы вместе решаем головоломки или решаем задачи? Таким образом, мы оба сможем насладиться игрой. Похоже, это гораздо лучшая идея. Мне больше нравятся веселые и увлекательные игры, но не слишком интенсивные, понимаете? Совершенно верно. Давайте рассмотрим несколько кооперативных игр, соответствующих этому описанию. Уверен, мы сможем найти то, что нам обоим действительно понравится. Отлично. Мне не терпится попробовать что-то новое. Вы можете показать мне несколько вариантов, а мы можем выбрать тот, который вам подойдет. Похоже на план. Уверен, мы найдем идеальную игру для совместной игры. Урок 25. 12 часов изучения английского языка во время сна. Привет, Анна. Вы слышали об этой новой программе обучения сну? Она обещает научить вас английскому языку во время сна. Звучит интересно. Я давно хотела улучшить свои знания английского языка. Как это работает? Программа проигрывает аудиоуроки английского языка всю ночь, пока вы спите. Говорят, можно многому научиться, даже не пытаясь. Вау, это очень удобно. Думаете, это действительно работает? Я немного скептически отношусь к обучению во сне. Сначала я тоже был настроен скептически, но, судя по всему, есть научные исследования, показывающие, что ваш мозг может усваивать информацию, даже когда вы спите. Я не уверена. Не лучше ли активно изучать и практиковать английский во время бодрствования? Это правда, но это может стать хорошим дополнением к вашим регулярным занятиям. Кроме того, вам не нужно работать, вы просто спите. Думаю, это справедливое замечание. И если это поможет мне быстрее выучить английский, возможно, стоит попробовать. Сколько стоит программа? На самом деле это не так уж дорого, около $50 за 12-часовой аудиокурс. Вроде бы неплохая сделка, если она сработает. Урок 26. Изучаем мир вместе. Привет, Анна. Вы слышали о новой музейной выставке, посвященной древним цивилизациям? Думаю, мы сможем посмотреть ее в эти выходные. Звучит отлично, Джон. Я давно хотела узнать больше о древней истории. Когда нам идти? Как насчет субботнего вечера? Мы можем заранее быстро пообедать, а затем потратить пару часов на осмотр экспонатов. Отлично. Я очень рад увидеть артефакты и узнать о повседневной жизни людей с давних времен. Я тоже. Интересно, будут ли у них интерактивные экспозиции, где мы сможем примерить старинные костюмы или сделать поделки. Это было бы очень весело. Мне нравятся практические занятия в музеях. Возможно, мы даже сможем найти классный сувенир, который можно забрать домой. Определенно. Нам также следует запланировать зайти в сувенирный магазин перед отъездом. Бьюсь об заклад,
У них есть уникальные вещи, которые мы больше нигде не найдем. Похоже на план. Не могу дождаться, когда смогу провести день, обучаясь и изучая вместе с вами. Значит, свидание. Я обязательно возьму с собой бутылку воды и несколько закусок на случай, если мы проголодаемся во время нашего приключения. Урок 27. Наслаждение красотой природы. Привет, Анна. Вы слышали о новом природном заповеднике, который открылся недалеко от города? Нет, у меня нет. Каково оно? Мне бы очень хотелось это проверить. По-видимому, здесь есть километры пешеходных троп, красивое озеро и множество диких животных. Думаю, это было бы идеальное место для отдыха на свежем воздухе. Звучит потрясающе. Я собирался уехать из города и погрузиться в природу. Когда мы можем поехать? Как насчет этих выходных? Мы могли бы взять с собой обед для пикника и посвятить этому день. Похоже на план. Я принесу одеяло, и мы найдем хорошее место на берегу озера, чтобы насладиться едой и полюбоваться пейзажем. Отличная идея. И, возможно, по пути мы даже сможем увидеть птиц или других животных. Определенно. Я надеюсь увидеть оленя или, может быть, даже лису. Было бы так спокойно просто посидеть и понаблюдать за дикой природой. Совершенно верно. А свежий воздух и физические упражнения станут приятным отдыхом от привычной рутины. Урок 28. Поездки на общественном транспорте. Привет, Анна. Ты когда-нибудь ездила по городу на поезде? Да, я считаю, что ехать на поезде очень удобно. Станции расположены по всему городу, поэтому до них легко добраться. Отлично. Вы знаете, часто ли ходят поезда? Да, в часы пик поезда ходят каждые 15 минут, поэтому вам не придется долго ждать. Это очень полезно. И доступно ли оно по цене? Конечно, тарифы вполне разумные, особенно если вы покупаете месячный абонемент. В итоге это намного дешевле, чем ездить на машине и платить за парковку. Приятно это знать. Мне придется попробовать в следующий раз, когда мне нужно будет поехать в центр города. Я рекомендую его. Поезда удобные, и вы можете просто расслабиться и отдохнуть во время поездки. Звучит отлично. Спасибо за совет. Думаю, я начну чаще ездить на поезде. Урок 29. Понимание агрессивного поведения. Привет, Анна. Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди ведут себя агрессивно? Интересный вопрос. Социальные психологи тщательно изучили эту тему. Что они нашли? Мне интересно узнать больше. Что ж, одним из факторов, способствующих агрессивному поведению, является подверженность насилию или агрессии в реальной жизни или в средствах массовой информации. Это может снизить чувствительность людей и повысить их склонность к агрессивным действиям. В этом есть смысл. Что еще они обнаружили? Еще один фактор – отсутствие навыков эмоциональной регуляции. Люди, которым трудно справиться со своими эмоциями, особенно гневом, могут быть более склонны к агрессивным высказываниям.
Понимаю. Значит, обучение более эффективным механизмам выживания поможет снизить агрессивные тенденции. Именно так. Проведение тренингов по управлению гневом и обучение людей более здоровым способом выражения своих эмоций могут иметь большое значение. Это очень проницательно. Это сложный вопрос, но важно понять первопричины. Урок 30. Обретение надежды в трудные времена. Привет, Анна. Похоже, что новости в наши дни полны негатива и разногласий. Я знаю, что вы имеете в виду. Иногда это может сильно обескураживать. Но, как вы думаете, даже несмотря на все это, можно ли обрести надежду? Отличный вопрос, Джон. Я верю, что это возможно, даже если это не всегда просто. Как вы думаете, что может помочь нам сохранить это чувство надежды? Думаю, важно помнить, что даже небольшие проявления доброты и сострадания могут изменить ситуацию к лучшему. Не следует недооценивать силу индивидуальных усилий. Это очень обнадеживающая перспектива. Как еще мы можем вселить в нас больше надежд? Другое дело — сосредоточиться на позитивных историях и людях, которые работают над тем, чтобы изменить мир к лучшему, даже если им не всегда уделяется столько внимания. Вы правы, эти истории можно найти, если мы их поищем. Легко увязнуть в негативе. Урок 31. Плюсы и минусы покупок продуктов в интернете. Привет, Анна. Что ты думаешь о покупках продуктов в интернете? Пользуетесь ли вы этими услугами? Иногда я пользуюсь продуктовыми магазинами в интернете. Мне это очень удобно, особенно когда у меня мало времени. Это хорошие замечания. Какие еще преимущества вы заметили? Что ж, здорово, что вы можете делать заказы, не выходя из дома, и получать продукты. Это экономит много времени и сил. Звучит привлекательно. По вашему опыту, есть ли в этом недостатки? Одним из потенциальных недостатков является то, что вы не можете физически осмотреть продукт или другие предметы перед покупкой. Иногда качество не совсем такое, как вы ожидали. Понимаю, как это может расстраивать. Есть ли другие минусы покупок в интернете? Другое дело, что иногда вы пропускаете спонтанные покупки или открываете для себя новые продукты, не просматривая проходы лично. Это хорошие замечания. Иногда приятно иметь такой опыт просмотра веб-страниц. Урок 32. Приготовление лапши. Привет, Анна. Ты когда-нибудь пробовала пенни с томатным соусом? Думаю, это восхитительное сочетание. А, я на самом деле предпочитаю спагетти с томатным соусом. Кажется, что длинная лапша так хорошо впитывает вкус. Я понимаю твою точку зрения. Когда речь идет о томатном соусе, у спагетти есть своя изюминка. Хотя, надо сказать, мне нравится прочная текстура пенни. Вы приводите справедливый аргумент. Думаю, у них обоих есть свои достоинства. Возможно, нам стоит устроить вечер дегустации пасты и посмотреть, какая из них нам больше нравится. Отличная идея. Мы также можем попробовать несколько разных соусов, посмотреть,
Какие из них подойдут лучше всего? Звучит очень вкусно. Я уже проголодался от одной мысли об этом. Когда мы планируем этот небольшой эксперимент? Как насчет этих выходных? У нас должно быть достаточно времени, чтобы собрать необходимые ингредиенты. Идеальный. Я все запишу. Будет весело. Не могу дождаться. Паста и хорошая компания. Что может быть лучше? Урок 33. Поиск выгодных предложений. Привет, Анна. Вы никогда не догадаетесь, что я нашла в интернете на днях. А, скажи, я заинтригован. Что ж, я искала новый кофейный столик и наткнулась на удивительное предложение в мебельном магазине со скидками. Скажете, магазин мебели со скидками. Я даже не знала, что они существуют. Это была хорошая находка. Абсолютно. Это красивое изделие из цельного дерева, и оно было продано почти вдвое дешевле, чем я заплатил бы в благотворительном магазине. Ух ты! Это настоящая кража. Иногда эти дисконтные магазины действительно могут вас удивить. Знаю, верно. Я не могла поверить, что мне повезло. Я сразу же выхватил ее, прежде чем ее раскупил кто-то другой. Отлично, Джон. Похоже, ваши навыки поиска выгодных покупок на высшем уровне. Я стараюсь. Вам придется зайти и посмотреть ее, как только ее установят на моем месте. Урок 34. Встреча команды. Привет, Анна. Я хотела обсудить с тобой то проектное предложение, которое мы обсуждали. А, верно. Все подробности у меня готовы. Должны ли мы назначить встречу для их обсуждения? Отличная идея. Думаю, собрать всю команду было бы хорошим следующим шагом. Совершенно верно. Когда будет хорошее время для всех? Давай я проверю свой календарь. Как насчет того, чтобы на этой неделе, скажем, в четверг после обеда? Четверг мне подходит. Я разошлю приглашение на собрание и позабочусь о том, чтобы все были свободны. Звучит неплохо. Я очень рад этому проекту. Думаю, у него большой потенциал. Я тоже. Я пересматривал цифры, и все выглядят многообещающе. Замечательно. Мне не терпится углубиться в детали вместе с командой. Урок 35. Десертное наслаждение. Привет, Анна. У меня есть отличная идея для нашей следующей встречи. А, расскажи. У меня все уши. Как насчет того, чтобы устроить вечер домашних десертов? Я думаю о чем-нибудь классическом, например, шоколадном торте. Шоколадный торт звучит просто божественно. При одной мысли об этом у меня уже течет слюна. Я знал, что ты будешь на борту. Все любят хороший шоколадный торт, не так ли? Абсолютно. Это настоящее удовольствие для публики. Когда вы хотели это сделать? Что ж, в эти выходные я свободен, если вас это устроит. Мы можем посвятить этому целый вечер. Выходные звучат идеально.
Я вычищу свое расписание, и мы сможем приступить к выпечке. Замечательно. Я позабочусь о том, чтобы все необходимые ингредиенты были под рукой.